Всем привет, буду краток. Это короткий ролик о том, как я начинаю создавать новый гаджет для своего костюма. И как вы поняли уже из названия, это огнемет. Первая часть достаточно короткая, всего лишь предварительная сборка. Так как я еще думаю над системой зажигания топлива, а это дело непростое. И лучше с этим не спешить, чтобы не поджечь свои брови. Да. Так что, если кому не особо интересна сборка, могут подождать, когда будет уже сама рубрика и демонстрация. А если кому это интересно, добро пожаловать! Итак, как всегда, начнем с того, что же нам пригодится для этого проекта. Любой дешевый дезодорант на ваше усмотрение, по любым размерам. Металлические стяжки 64 на 67. Важной деталью будут монтажная лента для создания самого механизма. Последней деталью будет игла от шприца 20 мл. Потребуется немножко его обрезать, чтобы при том, когда вы наденете его на дезодорант, он не обхватывал его полностью, иначе вы не сможете выпустить газ. Перед тем, как все собирать, думаю, стоит проверить, как горит дезодорант. О, безобидно. Убедившись, что все работает нормально и горит, начинаем сборку. Так как диаметр цилиндра дезодоранта слишком мал, в отличие от диаметра стяжек, я решил сделать импровизированную насадку, или можно сказать даже чехол для дезодоранта, чтобы в итоге можно было спокойно зафиксировать его этой стяжкой. Теперь начинаем собирать механизмы для распыления так называемого нашего топлива. А теперь давайте рассмотрим общую схему самого огнемета, когда он будет полностью завершен. Тут мы видим сервопривод, реле-модуль для переключения электрозажигания самого выходящего топлива и сам механизм в целом с дезодорантом. Как это будет работать? Когда сервопривод с помощью рычага Архимеда тянет его на себя, сам механизм опускается вниз, что надавливает на дезодорант. И в итоге у нас выходит само наше, так скажем, топливо. Оно будет поджигаться электрозажигалкой, но не простой. Я думаю использовать электрозажигалку от шокера. Ну, точнее, сам шокер, можно сказать, даже буду использовать, потому что он мощнее и у него достаточно высокая частота и напряжение само по себе. Если я буду использовать электрозажигалку от плиты, она слишком слабая. При выходе, скажем так, дезодоранта создается среда, при котором искра просто не пробивается и она не поджигается. Ну, максимум может иногда 2-3 раза поджечься с трудом, но дальше просто тухнет. Итак, на этом пока все. Первая часть завершена. Во второй части будет полностью завершена сборка огнемета, а в третьей части будет огнемет посвящен полностью рубрике, чтобы было более интересно посмотреть, как это работает, скажем так, в полевых условиях. А теперь ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Конечно же, также не забывайте про то, что у меня есть ссылка в описании под этим видео на мой инстаграм. Там вы сможете спокойно подписаться на него и узнать свежие новости и информацию о том, когда будет выходить ролик и на какую тему.